Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас всех приветствовать. Сегодня я хочу поднять немножко тему болезней и поговорить с вами насчет того, как человеку надо проживать свою болезнь, мешать ли ей или нет. И приоткроем тему простудных заболеваний, особенно все, что касается у нас с выделением слизи. Знаете, вот люди у нас вообще привыкли так болеть, что активно борются с болезнью. То есть, если они чувствуют, что они заболевают, если они чувствуют, что у них поднялась температура, они начинают ее сбивать, то есть там, не дай бог, 37,5 уже надо сбивать, легкий насморк открылся, уже надо капать капли, горло, если заболело, то его надо уже полностью все запшикать всякими разными средствами. И одно дело, когда мы помогаем организму переболеть, скажем так, поддерживаем его, да, а другое дело, когда мы пытаемся эту болезнь свести на нет, когда мы не помогаем организму, чтобы он с ней справлялся, а непосредственно болезнь эту закапываем поглубже, 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 чтобы мы себя лучше чувствовали. То есть мы убираем симптомы, а не болезнь. Так вот, у меня уже было подобное видео на канале. Здесь я хочу поговорить особенно конкретно про, например, насморк. Если вдруг вы приболели, сейчас такое время года, что ходят различные респираторные заболевания, у всех открывается насморк, и у многих сейчас такое открывается насморк, что люди болеют так, что из носа прям идет река, вот прям течет река. У меня лично такое было, когда вроде бы ты остро не болеешь, температуры нет, головных болей нет, но может быть там маленько где-то горло прихватить, и из носа могут идти прям обильные выделения. Так вот, если с вами такое происходит, ни в коем случае нельзя забрызгивать свой нос. Ни в коем случае нельзя мешать нашей системе, нашему организму очищаться. Понимаете, что именно так наш организм очищается. И очищается он не только от этой болезни, да, либо не только от того, скажем так, вируса, либо еще чего-нибудь, что проникло в организм в данный момент. Так наш организм очищается вообще от различных шлаков, от токсинов и даже от негативной энергетики, которая нам на данный момент не нужна. То есть, если у вас идет активное очищение, если у вас идет активное соплеотделение, скажем так, активный такой насморк, либо вы активно очень потеете, да, то есть этому нельзя мешать. Надо понимать, что так организм очищается. Если вы будете мешать, если вы будете блокировать очистку, то те шлаки и токсины, которые должны были выйти, либо те пойманные чужеродные микроорганизмы, такой чужеродный микробиом, который был пойман и загнан в слизь и выведен, если вы будете мешать, то он будет не до конца выведен, понимаете? И это опять идет же засорение организма, это не очень хорошо. Поэтому, если у вас вдруг открылся вот насморк, что течет из носа, не надо его забрызгивать, не надо стараться пшикать туда, либо еще что-то делать. Во-первых, это вам полностью не поможет, потому что когда открывается вот такое обильное такое соплетечение, то вы хоть забрызгаетесь, да, то есть это вам будет помогать буквально на 5-7 минут. Но дело в том, что это дополнительная нагрузка на организм, вы просто блокируете то, что не должно быть заблокировано. То же самое, если человек, например, потеет, если он приболел, начинает там потеть, да, либо еще что-нибудь. То есть, если вам надо на работу, не надо вам там обмазываться, замазываться вот этими кремами, подмышками мазать, чтобы вы лишний раз не спотели. То есть, нет, надо дать организму пропотеть. То же самое, когда идет высыпание, кожное высыпание. Это тоже отчасти бывает так, когда человек приболел, и с него начинают выходить токсины, и получается так, что организм уже не справляется с выводом токсинов, либо эти токсины уже проникли глубоко в мягкие ткани, и тогда они начинают вылазить через кожные покровы. Это значит, что в вашем организме есть такие места, где скоплены шлаки, токсины. И скоплены они уже на более таком глубоком уровне, да, и поэтому они выходят через кожу, потому что через, например, через нашу выделительную систему, которая там мочеполовая система, эти токсины уже не могут полноценно выйти, поэтому они начинают выходить через кожу. Поэтому есть люди, у которых часты высыпания, то есть это могут быть какие-то прыщики, это может быть еще что-то похожее на прыщики, там акне, либо еще что-нибудь, идет это высыпание.
И надо помогать организму очиститься. То есть, если вы будете убирать внешний фон, это не поможет, понимаете? Если вы будете свои эти прыщи мазать, либо еще их замазывать там, то есть, получается то, что вы, конечно же, их уберете с кожи, да, то есть, вам может это помочь, но это опять будет продолжаться. Надо дать организму очиститься, прочиститься, надо дать возможность организму, чтобы организм вот это все чужеродное, можно сказать, вывел из себя, так он очищается, так он хочет, ваш организм, он хочет служить дольше, поэтому всю грязь надо из себя выводить. Поэтому болеть надо тоже уметь. На самом деле, вот мы дожились до того, что человек перестал уметь болеть. Мы дожились до того, что нам постоянно надо куда-то бежать. Наша жизнь это жизнь белки в колесе у большинства людей. То есть и эта белка себя загнала в колесо, либо хомяк, больше на хомяка это похоже, который загнал себя в колесо и бежит за этой морковкой, и добежать никак не может, и постоянно бежит. И человеку постоянно надо куда-то быстрее на работу, у него горят сроки, ему надо сдавать отчетности, ему надо быстрее это все делать, вместо него никто не может выйти, и человек сам себя загоняет в это, вот своей такой структурой, в которую человек вошел, он сам себя загоняет. Он загоняет себя проблемами, то, что нельзя там прогулять, например, какое-то мероприятие, да, нельзя прогулять работу, либо нельзя что-то упустить. То есть человек боится что-то упустить, он боится, что это ему принесет только что-то плохое, да. И поэтому мы не можем болеть, потому что мы постоянно боимся. Мы пребываем в страхе, что мы что-то не доделаем, что мы что-то упустим, что мы что-то не успеем. И вот эти страхи нас сковывают, и мы даже не можем нормально проболеть. Мы все запрыскаемся, напьемся кучей таблеток, обопьемся. То есть мы убираем максимальные симптомы, болезнь в нас кипит, симптомы мы убрали, температуру сбили и побежали на работу. И потом вот эта болезнь, она не выходит. Мы запрещаем этой болезни выйти из себя. Эта болезнь копится в человеке. Она копится в организме, она скапливается. Эти шлаки, токсины накапливаются в мягких тканях. Вот эти всякие вирусы, чужеродные бактерии, чужеродные микроорганизмы, они тоже прячутся, они остаются с вами, скажем так, на зимовку. Где-то там они затаятся, спрячутся. И потом, когда у них будет удобный момент, они опять о себе напомнят. И болезнь это вылезет заново. Так и происходит, что люди хронически болеют, так и происходит, когда вылезают старые, застаревшие болезни, что актуально сейчас в наше современное время, когда человек вроде бы этой болезнью болел 20 лет назад, потом она у него как-то сама прошла, он лечился, помогало, то не помогало, потом прошло, это вроде бы как прошло, потом он заболел известной болезнью, известным вирусом, и у него опять это все всплыло, все это застарело, все это давно забытое, все всплыло и начало его тревожить с новой силой. У меня есть недавнее видео на эту тему, и там я касаюсь этой тематики. Это видео называется «Время ускорений. Что сейчас происходит на Земле? Почему все ускоряется?» Там это все я подробно объясняю, почему так происходит. Так вот, мы разучились болеть. А для того, чтобы заново научиться болеть, нам просто надо свой организм оставить в покое. Нам нужна тишина, нам нужен комфорт, нам нужен уют и нам нужно спокойствие. Чтобы мы не сидели и не думали, что срочно надо куда-то бежать. Чтобы мы просто легли и лежали. Чтобы мы пили теплый чай, кушали ягоды замороженные, если они у нас есть, либо свежие ягоды. Кушали фрукты, овощи в небольших количествах. Если ваш организм требует еду, вы кушаете. Если ваш организм не требует еду, вы не кушаете. Все очень просто. Организм умный, он сам знает. Если вам охота пить, вы пьете. Да? Если вам не охота пить, значит вы не пьете. Но если у вас идут респираторные заболевания, то надо пить. Да? То организм будет сам подсказывать, что ему нужна вода. И у вас будет желание пить, потому что вы будете потеть, потому что вы будете кашлять, потому что вы будете сморкаться, влага вас покидает, вам надо восполнять влагу. То же самое и с кашлем. Человек, как только начал кашлять, он сразу начинает пить таблетки, начинает все брызгать, и он купирует кашель. Он не дает организму прокашляться. И получается так, что организму надо прокашляться, надо из себя вывести все то, что скопилось, чтобы вышла эта мокрота, чтобы вышла эта слизь, чтобы вышли те уже отмершие там вирусы и бактерии, которые есть. Возможно, даже не отмершие, возможно, они еще и жизнеспособные, но организму надо от этого всего избавиться. А человек это купирует. И получается так, что это у него остается все внутри, это все не выходит.
Хорошо, когда у человека мокрый кашель, нельзя тогда пить таблетки, нельзя этот кашель залечивать. Надо дать организму это все выкашлять, надо, чтобы выходила вот эта мокрота. Если у человека сухой кашель, то надо попить определенные травки и помочь организму, чтобы у него кашель перешел в разряд мокрого, чтобы у него было отхаркивание, чтобы вот это все выходило. Поэтому нашему организму надо не мешать и стараться помогать. А как мы можем помогать? Как я говорил, прежде всего это спокойствие. Во-вторых, это кушать правильные продукты питания во время того, как вы приболели. То есть, что такое правильные продукты питания? Это те продукты питания, которые содержат определенные витамины, аминокислоты, которые наш иммунитет укрепляют, которые способствуют тому, что наш организм будет хорошо выводить все наружу. То есть, это продукты питания, может быть, такие, которые хорошо прогоняют воду, да, то есть это прежде всего, конечно, питье, обычная вода. Это вода, которая наполнена витаминами, например, с лимоном, с витамином С. Это продукты питания, во-первых, свежие продукты питания, да, то есть это может быть лук, чеснок, имбирь, это различные пряности в небольших количествах, которые будут способствовать укреплению иммунитета, либо которые будут нести какие-нибудь антисептические свойства, обеззараживающие свойства. Это те продукты питания, которые будут помогать там отхаркиваться чему-нибудь, да, то есть мокроте, чтобы она выходила мокрота. Это те продукты питания, которые будут нести антипаразитарные свойства, антигрибковые свойства. То есть надо просто взять с этим разобраться, но, как правило, это все очень доступно. То есть мы даже это кушаем и не понимаем, что это такое. То есть это те специи, у меня, кстати, есть видео, где я рассказываю про специи, что каждая специя несет, и там на выбор очень много специй, которые вот эти свойства все имеют. Антипаразитарные, либо противогрибковые, и много еще чего там есть, там все расписано. То есть можете посмотреть, это одно старое из ранних видео. Поэтому надо просто способствовать организму, чтобы ему помогать, подставить свое плечо. Плечо подставим мы своим сознанием, потому что мы сознательно что-то делаем, а что-то не делаем. Мы сознательно отдыхаем, и наш организм лучше справляется с болезнью. Мы сознательно помогаем, да, ему. Мы пьем теплый чай, мы кушаем лук, чеснок, либо мы вообще ничего не кушаем, мы тоже так помогаем своему организму. Потому что иногда организму надо пребывать в состоянии, когда он все свои силы направляет на излечение, самоизлечение, не на свое пищеварение, не еще на что-нибудь. То есть иногда поэтому пищеварение как бы купируется, у человека пропадает голод, потому что организм говорит: все, сейчас мы кушать не будем, я все свои силы направляю на иммунитет. И все, тогда человек не должен кушать, он может только пить водичку. Может быть, где-то водичку, такую более сладкую водичку, либо водичку с лимонным соком, либо водичку с каким-то другим разбавленным соком. То есть, вариантов множество. Либо водичку с медом, еще очень хорошо, теплая вода и с медом. То есть мед вообще хорошее средство, вы можете его употреблять, особенно если у вас респираторное заболевание, это самое лучшее средство. Это мед, свежие ягоды, либо даже замороженные ягоды, особенно ягоды такие, которые у нас на Руси всегда ценились. Там клюква, брусника, черника. То есть вот такие ягоды, они очень хорошо способствуют оздоровлению организма. Поэтому если из вас что-то выходит, вы должны, наоборот, радоваться. Если вы обильно кашляете, да, если у вас мокрота выходит, вы должны радоваться. Значит, ваш организм работает хорошо, значит, он справляется с болезнью, значит, у него все в порядке. Если у вас с носа прям течет, это тоже, значит, очень хорошо. Это явный показатель, что вы очищаетесь. И вы очищаетесь не только от этой болезни, вы очищаетесь от тех энергий отрицательных, которые у вас скопились, которые привели к этой болезни. Вы очищаетесь от каких-то застарелых энергий. Вы очищаетесь вообще от различных шлаков и токсинов, которые могут выходить вместе с этой болезнью. И эти шлаки, токсины у вас скапливались годами, десятилетиями. То есть это хороший показатель. Это значит, что у вас идет очистка. Это значит, что в вашем организме открыли кран с водой, да, и решили промыть ваши трубы. Поэтому, если у вас все это отхаркивается, отплевывается, вычихивается, если вы потеете активно во время своих недомоганий, если даже у вас какие-то идут высыпания, значит, это признак, что ваш организм работает. И работает он довольно-таки правильно. А вот если человек болеет и у него все это закупорено, да, если у него ничего не отхаркивается, не откашливается, если у него насморк такой, что у него просто забило и ничего не вытекает, то что все стало, все забито. Если он там толком и не может пропотеть, вот это уже не очень хорошо. Это значит, что в организме идет сбой. Это значит, что то, что должно было выйти наружу, это все останется в человеке. И это приводит к не очень хорошим последствиям. Это значит, что в будущем
это все скопится, все больше и больше будет скапливаться, и когда-нибудь может вылиться в большую проблему, то есть в большое заболевание, в большой недуг. То есть, и получается так, что наступит такой момент, когда человеческий организм просто прорвет, и прорвет так сильно, что человек может слечь надолго, да, либо у него может случиться с ним какое-то такое большое заболевание, которое принесет большие проблемы. Поэтому вы должны понимать, что если с вами вот такое происходит, значит вы лечитесь неправильно, значит что-то вы делаете неправильно, значит вам надо пересмотреть свое отношение к своему здоровью и к тому, как протекает ваша болезнь. Значит вы болеете неправильно. Вот самое важное, что вы, значит, даже болеете неправильно. Поэтому надо помогать своему организму правильно болеть. Пейте определенные травы, начните с трав. Травы – это мягкий способ очистки. Помогайте организму очищаться. То есть различные грудные сборы, которые помогают мокроте выходить. Есть различные другие травяные сборы, которые помогают выделительным системам очищаться. Да? То есть выделительным системам выводить через себя те шлаки, те токсины, которые скопились. Пейте определенные также сборы трав, которые помогают из ваших мягких тканей выводить вот эти вот вездесущие шлаки и токсины, да, они будут выходить в вашу кровеносную систему, и потом из кровеносной системы будет выходить наружу через выделительные системы, то есть, и это потихонечку будет способствовать вашему выздоровлению. Ну, с этим надо тоже быть осторожным, особенно с теми травами, которые выкорчевывают шлаки токсина, потому что если вы возьмете большую дозировку, то в вашу кровь может поступить большое количество вот этих токсинов, и у вас может самочувствие очень сильно ухудшиться, то есть может подняться температура высокая, может еще случиться, ну, не очень хорошее самочувствие. То есть с этим надо тоже работать аккуратно, лучше обращаться к людям, кто в этом сведущий, то есть к травникам, к людям, кто работает с этими травами, с таким видом лечения. Поэтому учитесь правильно болеть. Если вы заболели, уделите время себе. Если вы так болеете, значит ваш организм вам говорит, что пора полежать, пора побыть в спокойствии, пора подумать о себе. Не о работе подумать, не о детях, не о внуках подумать, там, не о заботах, не об огороде, либо еще что-нибудь. О себе подумайте, позаботьтесь о себе, уделите себе время, и все будет хорошо. Не блокируйте то, что с вас выходит, не блокируйте, не забрызгивайте это все. Вы поймите, что современная фармацевтика не знаю, наверное, на 95% состоит из того, что убирает симптомы. Она просто позволяет вам убрать чувство болезни, но болезнь практически не лечит. Очень мало препаратов, которые коренным способом лечат болезнь. Понимаете? И даже если вы начнете лечить болезнь, если вы не поменяете что-то в своем мировоззрении, в своих отношениях к чему-либо, болезнь плохо от вас уйдет. И если даже она уйдет, она опять вернется, потому что надо понимать психосоматику заболевания, почему с вами это происходит. Потому что человек может вылечить болезнь, но так как если в нем есть определенные энергии, эти энергии опять будут скапливаться и опять приведут к этому же заболеванию. Поэтому, конечно же, лечиться надо, но лучше к этому подходить комплексно, да, и надо понимать, что современная медицина не всегда адекватно может излечить полностью человека, да, чтобы вот эта болезнь ушла раз и навсегда. Поэтому здесь лучше заниматься не самолечением, а заниматься осознанием и пониманием, почему определенная болячка к вам приходит. Да? То есть, чтобы вы набрались мудростью и познали эту болезнь, познали, что эта болезнь вам несет, о чем хочет сказать, да, эта болезнь, что, возможно, в себе надо поменять, чтобы эта болезнь от вас ушла. Возможно, может быть, просто вам надо уделить себе внимание. Иногда болезни приходят для того, чтобы человека остановить. Потому что человек, как вот этот хомяк в колесе, бежит и скоро помрет. И болезнь его просто останавливает. Она говорит: подожди, постой, хватит бежать. Вот тебе температура, вот тебе кашель, насморк, полежи дома, отдохни недельку. То есть бывает даже иногда такое, потому что человек не видит, не слышит и несется неведомо куда, а ему иногда надо сделать паузу, полежать дома, поболеть, подумать о делах насущных, подумать о семье, о себе, о детях и вообще о жизни в целом. Поэтому учитесь правильно болеть, учитесь себя любить, себя уважать ту болезнь, которая к вам приходит. И когда вы болеете, вы настраиваетесь на то, что вы освобождаетесь от всего негативного, освобождаетесь от отрицательных энергий, освобождаетесь от различных микробов, от вирусов, от бактерий, освобождаетесь от болезней, освобождаетесь от каких-то догм, освобождаетесь от каких-то глупостей, освобождаетесь
от плохого настроения, освобождайтесь от своего гнева, от своей зависти, еще от чего-нибудь. То есть вы можете сами найти в себе то, что у вас бурлит, да, и от этого освободиться. И когда вы болеете, когда с вас вот это все выходит через насморк, через кашель, через вашу выделительную систему, вы должны быть настроены, что вы от этого всего освобождаетесь, что ваш организм, как умная машина, помогает это все вывести наружу и уйти туда, где это никому не навредит. То есть вы должны с таким осознанием болеть. И тогда ваше заболевание будет проходить благостно, тогда будет оно проходить более гармонично, и все у вас будет хорошо. Ну, на этом я, пожалуй, и закончу. Благодарю всех за внимание. Так что болейте на здоровье, как говорится, болейте благостно, болейте гармонично. А для того, чтобы не болеть, ведите здоровый образ жизни. И здоровый образ жизни не только материальной жизни, но и духовной жизни. Тогда вообще болячки вас будут обходить стороной, максимум у вас будут какие-то временные недомогания, либо какие-то странные самочувствия, чтобы вы подочистились, чтобы вы сделали паузу и о чем-нибудь подумали. Все, благодарю всех за внимание. До свидания, дорогие друзья.